Добрый день, друзья! Сегодня отвечаю на небольшое количество ваших вопросов. Вопросов всегда много, и бывают такие объемные вопросы, что в 2-3 минутах рассказать невозможно. Поэтому, если вы заметили на такие большие вопросы, например, как вы поливаете свои орхидеи, почему у вас орхидеи растут в керамзите, как вы готовите керамзит, я специально снимаю видео. И в каждом своем видео я стараюсь ответить на 1-2 вопроса, которые вы задаете, но не акцентирую внимание на том, кто задавал вопрос. Поэтому следите за каналом, я всегда отвечаю практически на все вопросы. Но есть вопросы немножко поконкретней, небольшие, на которые ответить можно вот в рамках этого видео. Например, не один человек, а много всегда спрашивает, что сделать, когда положили для противовеса камень, горшок орхидеи. Обычно я кладу, например, когда эти орхидеи еще не пересажены, а цветонос тянет вниз, и горшок может упасть. И часто корни обвивают вот такие камни. И как их потом при пересадке убирать, эти камни? Не отрывать же сами корни. Да все очень просто. Нужно этот камень опрыскать водой, дать какое-то время постоять. Сейчас сразу, конечно, не получится. Если в тот момент, когда опрыскиваете этот корень, вода попадает на шею, конечно, обязательно протрите. Ну вот смотрите, очень легко снимается камень. Я просто показываю на камеру, поэтому стараюсь это сделать быстро. А так, опрыскали хорошо корень, дайте ему постоять 5 минут, потом перед тем, как начнете снимать камень, еще раз его опрыскайте. И корень очень легко отделяется от камня. Точно так же и здесь. Смотрите, казалось бы, он прирос и присох. Ну, если вот сделать так, как я вам показала, он легко отделиться от камня. У меня очень часто не только к таким камням, а вот на этих полках корни прирастают. Вот смотрите, наверху корни поднимаются вверх по обоям. И очень часто прирастают к этим обоям. Сейчас я посмотрю, эти приросли или нет. Вот эти не приросли, но бывает так. Вот если их еще недельки-две не трогать, тоже прирастут. Поэтому мне даже на обои иногда приходится немного брызнуть водички. Хорошо, что это обои такие не бумажные, а виниловые. Вода в них не впитывается, а остается в корнях. По-всякому бывает. Бывает и к стенам прирастает. Господи, а уж к пластиковым горшкам нашим прирастают как корни. Я же всегда говорю, что при пересадке лучше всего намочить горшок с грунтом. Тогда легче даже от пластика корни отделяются сами. Все всегда одинаково. Что пластик, что обои, что камни. И вот такой еще вопрос. Иногда после полива на некоторых орхидеях вянут цветочки, но веточка продолжает растить бутоны. Вот здесь сразу есть ответ. Но веточка продолжает растить бутоны. Чаще всего, когда веточка продолжает растить бутоны, и бутончики наливаются, вот экзотик пунш, вот начинается, растит она бутончик, а старые цветочки будет отсушивать. Видите, они уже такие не сочные, потому что наливается бутон. Точно так же случилось вот и с египтянкой. Она распустила вот этот новый бутон, а все цветочки, которые были, она засушила. Почему это происходит в момент полива? Ну, в момент полива орхидея думает, что все, закончился
сухой период и начался опять влажный. Это может быть вы немножко перестарались с просушкой. Чуть дольше просушили орхидею, чем надо. В момент цветения орхидеи не требуют большой влажности, потому что в природе как раз это самый засушливый период. Ну что такое у орхидеи засушливый период? Все равно есть влага утром, влага вечером. Может быть, просто не идет дождь и нет 80% влажности. А когда сильно просушены корни, и вы действительно очень хорошо их намочили, полили, получается, что она сама себе подумала: все, закончился сухой период, начался влажный период, но я еще могу дорастить бутончики, и поэтому она может очень быстро сбросить старые цветы. Но при этом она будет доращивать бутоны, опять их распустит. Нужно найти золотую середину полива орхидеи. Каждый это может только в своих условиях разобраться, как это может происходить. У кого-то более сухой, у кого-то более влажный климат, у кого-то жарче, у кого-то прохладнее, поэтому прямого совета на этот вопрос я не могу дать ответ. Каждый подстраивается под тот регион, где он находится. Пробуйте, смотрите, экспериментируйте. У вас тоже все получится. Но когда орхидея доращивает свой цветонос, при распуске этого нового бутона она чаще всего сбрасывает старые цветы. Интересный очень вопрос. Если орхидею пересадить на пару лет в банку с водой с морскими камнями, не пропадет ли орхидея? Я выращивала орхидеи только в воде. Каким-то орхидеям не нравится, другим очень нравится. Что касается морских камешков, вот у меня есть морские камешки, которые я использую. Я всегда о них говорю. Вот именно такие у меня камни. Но каждый морской камешек состоит из какой-то горной породы. И точно сказать, из какой горной породы эти морские камни и состав вашей морской воды, я же не могу. Я даже вот эти камни из Черного моря вываривала для того, чтобы в них, ну, в камень, конечно, вода не наберется, это камень, не наберется, но для того, чтобы вот эти верхние соли убрать, я их вываривала. Недолго, но соленость это убирала. Но, видимо, здесь есть какие-то минералы. Моим орхидеям очень нравятся такие камни. Но дальше вы пишете, что у меня орхидея полгода сидит в магазинном грунте. И вот вы ее, нет коры там или есть кора, но неважно, трогать или не трогать. Во-первых, мы пересаживаем орхидею только тогда, когда у нее есть растущие корни. Я это всем новичкам всегда говорю. Пересадите орхидею с нерастущими корнями, профессионал справится, и у него будет расти орхидея. А вот для новичков это очень сложно. Поэтому у каких-то орхидей появляются через полгода корни, у каких-то новых орхидей появляются новые корни, растущие через 2 недели. Ну вот я сейчас вам приведу пример орхидеи, которая куплена 14 февраля 2021 года. Ей год. Орхидея проблемная. Она начала расти корни, потом перестала их расти, закуклила. У нее на шее появилась какая-то чернота. Я ее уже один раз вам показывала. Это орхидея алабастер. Я ее обрабатывала. У нее вот такое количество корней. Вот эти все были корни растущие. Потом они опять закуклились. Она выпустила цветонос. Она дорастила ветку. Она до сих пор целый год цветет. Но корней у нее нет. И я целый год не трогаю орхидею. Не пересаживаю. И буквально неделю назад у нее появились корни от шеи. И начал расти лист.
Поэтому, а стоит ли в воду и в камешки сажать орхидею на данный момент? Прошло всего полгода. Вот позади меня стоит еще одна орхидея. Интрига, которая тоже цветет целый год. И она не пересажена. Кстати, в ней тоже камешек лежит. Посмотрите, как корешок прирос с камня. И корни, я вам тоже ее показывала, даже к блюдцу приросли корни. И до сих пор растут. Вот я не пересаживаю пока такие орхидеи. Цветет, растет. Потом все аккуратно уберу. Пусть доцветет. А она все время хочет доращивать цветоносы. Вот опять бутончик. И вот опять бутончик. Ничего с ней не случается. Пусть пока постоит в этом покупном горшке. Никогда не надо торопиться. Если у вас действительно, как вы пишете, 3 детки, а корни-то, корни какие? Если есть растущие, смело пересаживайте. Но я бы не стала ставить в морские камешки с водой. Сложно за ними ухаживать. Мне не понравилось такое содержание в воде. Ни с камешками, ни с керамзитом. Это можно наращивать корни. Но зачем вам наращивать корни, если она у вас находится в покупном еще грунте? Она сама прекрасна в тот момент, когда она, может быть, закончит с детками заниматься, раз она их выпустила. Ей очень сложно растить 3 деток. Вот если она не цветет, вы можете ее даже в покупном грунте полить с азотным удобрением или с равноценным удобрением. Это ей поможет и у деток корни нарастить, и, может быть, и свои тоже корни. Пересаживать пока не стоит. Понаблюдайте за ней. Почему, когда заканчивается цветение, вот мы обрезаем цветонос до первой живой, не пробудившейся почки, почему некоторые цветоносы сразу становятся красно-желтыми или моментально желтеют, а некоторые цветоносы годами стоят зелеными. Когда орхидеи нужно какие-то питательные вещества для роста, для корней, ну вообще для жизни орхидеи, она моментально засушивает цветонос. Если она его не засушивает, значит он для чего-то ей нужен. Она может подумать, выпустить новый цветонос, а здесь пробудить почки и тоже начать цвести. Не обрезайте цветоносы, но в лето я их вообще никогда не отрезаю. Очень часто начинают цвести орхидеи, ну, то есть пробуждать почки и цвести. Поэтому орхидея сама решает, нужен ей этот цветонос или не нужен. Если он покраснел, пожелтел, высох, конечно, его нужно отрезать. А если он стоит зеленый, не надо, оставьте. Она еще может порадовать вас цветением. Из Сургута рассказывают, что орхидеи стоят с подсветкой на полках, а летом хочется их перенести на балкон, а жарко. Какая температура губительна для орхидей? Для фаленопсисов они выдерживают температуру плюс 35 градусов. Но прямого солнца не нужно. И даже 35 градусов не будут сбрасывать цветы, если они у вас вдруг цветут. Ну, для них это почти критическая температура. Ну и носить орхидеи летом на балкон, а зимой в комнату, вы устраиваете каждый раз орхидеи стресс. Ну, растут они у вас в комнате, ну и пусть растут и летом, и зимой. Если им там нравится, она приспособится под полку, на которой стоит у вас орхидеи, и ей будет там комфортно. А вот эти переносы туда-сюда, туда-сюда, это лишний стресс для орхидеи. Может быть, этого и не нужно даже. Ну и на балконе, например, у меня на балконе и летом, и зимой стоят всегда орхидеи. Я понимаю, что в Сургуте очень холодно, это, конечно, не Ростов-на-Дону, особенно зимой. Но летом на балконе обязательно какие-нибудь насекомые прилетят, и в квартиру прилетят.
Поэтому я их не переставляю туда-сюда, потому что если на балкон залетел какой-нибудь трипс, а я в прошлом или позапрошлом году прямо на глазах у меня он влетел в орхидею, то, естественно, я те орхидеи обрабатываю с надеждой на то, что трипс не попал в квартиру. Это тоже будет проблематично. Конечно, вы решаете сами, но есть вот такие нюансы по тому, как вы переставляете орхидеи туда-сюда, туда-сюда. Почему я не зачистила в недавнем видео фузариозное кольцо, а просто его обмазала? Ну, вот мне пишут, что я бы сначала скальпелем обрезала, а потом замазала. У меня есть видео, в котором я говорю, что я не люблю работать скальпелем, потому что каждый раз вы берете скальпель в руку, вы каждый раз отрезали кусочек, должны протереть. Отрезали кусочек, должны протереть спиртом, обеззаразить скальпель. Или же дальше, проникая этим необеззараженным скальпелем, проникая вглубь орхидеи, вы этот грибок заносите дальше, дальше и дальше. Я всегда говорю, что смерть Кощея находится на конце иглы. Поэтому скальпелем я никогда не работаю. И там была ситуация, когда нужно вырезать низ орхидеи. Нижние листья. Вот если я их бы подрезала, они тут же бы начали желтеть. Моментально. Вы же их срезаете. Вы же угол начала листа срезаете. Они обязательно отпадут. Может быть, и те тоже отпадут. Но орхидея в это время из листа заберет то, что ей нужно. А вы уже срезали. А фузариоз – болезнь коварная. Она может притаиться на год, на два, даже на 2 года, а потом опять возникнуть. И вырежем мы весь этот фузариоз или нет – большой вопрос. Поэтому я никогда ничего не режу. Я могу только пинцетом зачистить или черноту, или убрать что-то. А вот эти разрезания и отрезания – это к хирургам. Это не ко мне. У меня я никогда не была врачом. И, конечно, мне очень долго и очень много задают вопросов. Задают, вернее, один и тот же вопрос всегда. Кто вы по профессии? Вы знаете, у меня, наверное, было 3 или 4 профессии, которые я освоила за всю жизнь. Но первая моя профессия, открываю секрет, я вам недавно показывала, что мне подарили вот такую лягушку, и это связано с моей профессией. Я профессиональный студийный фотограф. Но, наверное, моего возраста люди помнят, что раньше были профессиональные фотографии в каждом городе. Я не имею в виду фотографии на документы. Я имею в виду открытки, как они раньше назывались, именно художественное фото. Была ли когда-нибудь я преподавателем? Да, очень небольшое количество времени я преподавала. Я вела фотокружок. С детьми, конечно. 10 лет назад я освоила профессию кондитера. И выпекла, и оформила больше 10 000 тортов. Если кому-то интересно, у меня есть страничка в Инстаграм, называется... давайте я ссылочку оставлю на эту страничку. Я ее давно не веду, но мои работы там представлены. В 60 лет я решила, что я ухожу на пенсию и буду больше времени уделять своим любимым цветам. Хотя я с ними очень давно, очень их люблю.
более 18 лет. Наверное, я ответила почти полностью на этот вопрос. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.